Приветствую вас на канале Техревизор. Готовый рейтинг для любителей поиграть в ПК-игры на геймпаде. Тут собрал топ-6 контроллеров под разный бюджет, задачи и предпочтения, которые отличаются способом подключения, эргономикой, автономностью и фишками. Рынок геймпадов все-таки не сильно обширный, поэтому большинство наименований вы уже точно слышали не раз, типа всяких Sony или Xbox. Но есть интересные варианты, например, от FlyDigi, ThunderRobot и других производителей, которые имеют свои преимущества перед известными моделями, в том числе и по цене. В общем, я все расскажу, покажу, а там вы уже сможете рассмотреть и выбрать. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На шестом месте рейтинга стоит GameSir T4 Pro. Самый доступный геймпад для тех, у кого ограничен бюджет или тех, кто хочет попробовать, что вообще такое этот гейминг не на клавиатуре с мышкой. Работает геймпад со многими платформами – ПК, Android, iOS, Nintendo Switch. Но нам тут важен именно ПК. К нему геймпад можно подключить тремя способами на выбор – по проводу, по Bluetooth или по Wi-Fi через передатчик. То есть за свои деньги GameSir T4 Pro можно прям универсальным назвать. Внешний геймпад простой, я бы даже сказал дешевый. Вот этот прозрачный пластиковый корпус совсем не добавляет ему ценности. Да и сам пластик в руках слышно, что не такой уж плотный и крепкий. Хотя каких-то серьезных жалоб на сборку нет. Кнопки нормально прожимаются, не гремят, корпус тоже не скрипит от одного прикосновения. Просто желательно не выливать все психи на геймпад, тогда нормально проживет. Даже подсветку эту можно настроить, яркость отрегулировать или вообще выключить. По раскладке и кнопкам выделить нечего, тут простые механизмы, которые работают без мертвых зон и не отваливаются за пару месяцев. Все кнопки расположены как у геймпада Xbox, плюс есть лепестки на задней панели. Имеется какая-никакая виброотдача и даже гироскоп, то есть можно и в гонки поиграть, и в шутеры, если очень захотеть. Ну и так как геймпад беспроводной, внутри есть аккумулятор, он на 600 мАч. В режиме экономии без подсветки этого хватит на 10 часов, а зарядка с 0 до 100% занимает всего 1 час. Поэтому по автономности GameSir очень даже радует за свои-то деньги. На пятом месте стоит Razer Wolverine V2. Его я взял как проводной геймпад для тех, кому беспроводные возможности не интересны. И, пожалуй, это самый крупный недостаток рейзеровского геймпада. Просто по цене он выходит не дешевле беспроводного, но Razer — это Razer, и ничего с ним не сделаешь. Если нравится проводное подключение без возни с зарядкой, от других производителей и предложить-то нечего. Зато удобно в плане подключения. Просто один конец провода втыкаете в геймпад, другой в ПК. И погнали. Без установки каких-либо драйверов, настроек и прочего. Хотя если все-таки надо переназначить клавиши, можно скачать фирменный софт. Внешка у Razer достойная, не выглядит какой-то китайской дешевкой. Взяв в руки Razer, создается ощущение, что сделан он из адекватного и качественного материала. Матовый пластик на ощупь твердый, да и как конструкция в целом он реально качественно собран. По эргономике небольшие вопросы могут быть только к рукояткам. Razer копирует расположение кнопок Xbox, но сами рукоятки чуть толще, чем у контроллера Xbox. Поэтому некоторым пользователям, возможно, придется немного попривыкать. А так, каждая клавиша отрабатывает вообще без нюансов. Все механические очень отзывчиво тыкаются, легко фиксируются на нужном уровне, приятно щелкают. Триггеры мягкие, стики пожестче. У триггеров еще и ход ограничивается, короткий и длинный для разных жанров игр. Плюс к тому обратная связь с более приятными вибромоторами и гироскоп. В общем, все на хорошем уровне и за соответствующую цену. На четвертое место я поставил Sony DualSense. Функционал таки очень привлекательный, но многих отталкивает только по одной причине – тяжелое подключение ПК. На выбор проводной или Bluetooth. В обоих случаях без костылей не обойтись ну никак. Сколько форумов посвящено, сколько нервных клеток убито, но все-таки эти способы есть. И если вы готовы заморочиться, то welcome. А вот ради чего заморачиваться, давайте посмотрим. Ну, для начала современный дизайн с прикольной настраиваемой подсветкой. Согласен, аргумент на троечку. Но тот же тачпад может кому-то пригодиться. Например, в качестве какой-то одной сплошной кнопки или даже просто для набора текста. Из более интересного — встроенный микрофон и динамик. Ими можно заменить гарнитуру.
Плюс выделяются адаптивные триггеры, они ослабляют или усиливают нажатие в зависимости от происходящего в игре. Никто не отменял гироскоп и проработанную виброотдачу. На геймпаде вполне приятно играть в любой жанр игр. Его можно гибко адаптировать подо все, еще и нестандартный фидбэк получать. То есть на каких-то вот мелочах DualSense и вывозит конкуренцию. Все это складывается в геймпад из приятного пластика с хорошей сборкой и универсальной совместимостью с платформами ПК, смартфоны, PlayStation. И если выбрать удобный для себя способ подключения, то жалеть о покупке точно не станете. Не сильно радует только автономность. Аккума на 1560 мАч хватает часов на 5, а там уже нужно заряжать. Так что в сухом остатке DualSense выходит очень функциональным, но слабым по батарее и сложным в подключении. Третье место занимает Thunder Robot G70. Тоже довольно серьезный геймпад, хоть и не от самого известного бренда. Рассчитан он не только на ПК, но и на Android, iOS, Nintendo Switch. В комплекте идут сменные стики, дополнительная крестовина и держатель для смартфона. Можно разнообразить жизнь. В держатель помещается большинство смартфонов шириной до 100 мм. Поэтому мобильный гейминг на джойстике тоже не исключен. Жирный плюс этому Thunder-роботу за легкое подключение. Коннектится ко всему без каких-то проблем и нервы не создает, в отличие от прошлого DualSense. На задней панели тыкаем переключатель в нужный режим, в случае с ПК режим X. И без проблем коннектимся по Bluetooth, радиоканалу или вообще по проводу. Тут выбирайте, что удобно. Кстати, в беспроводном режиме этот геймпад может проработать около 10 часов от батарейки на 860 мАч. А если экономить, все 20. По автономности получается очень неплохо, только заряжается с 0 до 100% долго, около 4 часов. Стики тут навороченные, работают на датчике холла. Это значит, что никаких мертвых зон нет и не будет. Понравился еще функционал этого джойстика. Сзади есть две дополнительные кнопки, на которые можно забиндить разный удобный для себя функционал. Для этого понадобится ПО. Оно простое, с понятным интерфейсом, голову не морочит. Также есть регулятор хода курков. Короткий, например, для быстрой стрельбы в шутерах. Средний, в принципе, универсальный под любой жанр. И длинный, например, для гонок. Не обошлось и без гироскопа с виброоткликом. Внутри есть два хороших вибромотора. Тактильно они создают приятную вибрацию. Второе место занимает Xbox Wireless Controller. Этот товарищ отличился простотой подключения к ПК. Все-таки Microsoft не будет вставлять палки в колеса своей же Windows. Но при этом контроллер не имеет никакого особенного функционала. Джойстик работает с ПК, смартфонами и консолями Xbox. Подключается всеми тремя способами – провод, Bluetooth и Wi-Fi. С последним только не все так просто. Нужно докупать специальный передатчик, который вставляется в ПК и принимает сигнал. Впрочем, резкой необходимости такой покупки нет. Можно начать с провода, Bluetooth, а дальше уже при необходимости смотреть на свисток для Wi-Fi. По поводу автономности главная претензия – контроллер работает от двух батареек. То есть не нормальный перезаряжаемый аккумулятор, как у всех, даже у дешевых китайцев, а две батарейки в натуральную величину, которые еще и в комплекте не всегда встречаются. Впрочем, их хватает на 30-40 часов работы. Дальше нужно либо ставить их на зарядку, либо доставать новый комплект. Тут уж смотрите сами, готовы ли вы с этим мириться. Что получается по функционалу? Проще говоря, только хорошая обратная связь. Гироскопа нет, подсветки, регулируемых курков и прочего тоже нет. Но есть круглый аудиоразъем для подключения проводной гарнитуры, поэтому довольствуемся малым. При этом по материалам и сборке без вопросов. Изредка попадаются экземпляры, у которых крестовина щелкает громковато, но базово кнопки сделаны качественно. Еще привлекает многообразие расцветок. Понятно, что белый и черный – базовая база, но их огромное количество под любой вкус. Тут выбор чуть ли не безграничный. Говоря о контроллере Xbox, не могу не упомянуть его элитную версию – Elite Wireless Controller Series 2. Это специальная серия для тех, кому нужен топовый топ и неважно за сколько денег. Тут уже комплектация состоит не просто из шнурка и батареек. Есть и чехол, и дополнительная крестовина, и сменные стики на магнитах, и 4 дополнительных лепестка. А главное, перезаряжаемый аккумулятор с автономностью до 40 часов. Первое место я отдал FlyDigi Apex 4. Геймпад с лучшим соотношением цена-качество. При своей стоимости у него нет каких-то серьезных недостатков, зато есть жирный функционал, классный дизайн и беспроблемная работа.
Подключается геймпад к ПК, смартфону и Nintendo любым способом. Из коробки доступен и Wi-Fi, и Bluetooth, и проводной способ подключения. При подключении к ПК FlyDigi определяется как геймпад от Xbox, а для смартфона даже держатель в комплекте идет, только не во всех версиях геймпада. Батарейка тут на 1500 мАч. По автономности получается неплохо, но зарядка занимает до 4 часов. В любом случае спасибо, что не батарейки. Прикольная фишка Apex — встроенный цветной дисплей на OLED-матрице. С ним можно настраивать геймпад по разным параметрам без всякого дополнительного ПО. Если понадобится больше настроек, качаем приложение. Только один нюанс — русский язык там не поддерживается, но есть более-менее понятный английский. По кнопкам и эргономике. У геймпада стики работают на датчике холла. Стики имеют тонкую регулировку чувствительности специальным ключом, а сзади размещено 4 дополнительных лепестка для назначения всяких функций. Также не забыли про виброотдачу. Под нее тут выделено целых 4 вибромотора и гироскоп. Если все сложить, получается приличный такой набор функций. Конкурент Sony, можно сказать. Пару слов о весе. Весит геймпад 330 грамм, самый тяжелый в рейтинге. Остальные легче минимум на 50 грамм, а некоторые и на все 130. То есть, если до этого вы пользовались каким-то контроллером, скорее всего придется немного привыкнуть. Но в целом, дизайн, функциональность, гибкая настройка под себя и любой жанр игры того стоит. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.